Всем привет! В сегодняшнем видео сделаю обзор на вот такие вот пробойники. Их приобрел себе мой коллега и предоставил для видео. Сам задумался над приобретением. Интересовала принципиальная разница между работой вот этими пробойниками и подобного типа, которыми пользуюсь я. Провел несколько тестов и сейчас немножко расскажу о них в этом видео. Немножко о параметрах самих пробойников. В общем, что за сталь, какой материал, я не знаю. Она магнитится. Вот. Ну и как бы не у кого просто спросить. Нету у меня знакомых специалистов. Значит, металл сам полирован, но полирован не очень хорошо. Можно видеть, вот есть такие бороздочки. Полирован полностью, зубы тоже. Значит, сам пробойник длиной примерно 11 сантиметров. Шаг пробойника 4 миллиметра. Толщина около 5 миллиметров. Ширина ручки этой где-то около 10 миллиметров. Значит, еще момент. Я работаю с прессом, и в пресс, в саму рейку эти пробойники не стали. Из-за того, что отверстие там 10 миллиметровое, в общем, мешают вот эти грани. То есть, чтобы поставить на пресс, его нужно стачивать. Зубья здесь не вставные. То есть, если брать, допустим, вот этот пробойник, то здесь зубья вставляются, вот здесь они вкручиваются, а здесь, я не знаю, они, наверное, как-то приварены. То есть вынуть их будет проблематично. Это как бы плюс данного инструмента. Теперь сам зуб, его высота где-то 8 миллиметров. По сравнению с вот этим видна разница. То есть здесь где-то 12 миллиметров, эти 8. Для эксперимента и тестов взял две кожи. Одна ременная толщиной примерно 3 миллиметра и плотная. Вот. Вторая потоньше 1,4 миллиметра. Это Crazy Horse, и она достаточно мягкая. То есть интересовало, как будет выглядеть шов на разных толщинах и на разной плотности кожах. И при этом, как же сами пробойники вот именно при пробитии поведут себя. Значит, на тонкой коже пробивают без проблем. То есть с одного удара делают как бы небольшие отверстия, еле заметные. Значит, для как бы более начинающих, в чем принципиальная разница вот этих вот двух пробойников, это то, что данные пробойники отверстия они как бы прокалывают, то есть расширяют кожу. Вот эти вот пробойники, у них зуб делает отверстие 1 миллиметр, то есть он как бы вырезает это отверстие, вырубывает. Вот в этом как бы принципиальная разница. И вот сами отверстия будут выглядеть, естественно, по-разному, потому что у нас, допустим, от этого пробойника остаются отверстия намного как бы такие мельче, менее заметные, из-за того, что их диаметр будет равен диаметру самого зуба. Вот. А с обратной стороны вообще может быть незаметно отверстие, так как они еще сходят как бы на нет. То есть когда мы пробиваем, то у нас пробойник упирается в плиту и как бы насквозь не проходит, не расширяет с обратной стороны нашу кожу. Вот. Что касается вот этих вот пробойников, здесь диаметр самого зуба, самого отверстия, которое он вырезает, 1 миллиметр, но при этом, когда у нас пробойник проходит через кожу, то у него вот есть расширение, и он, помимо того, что, допустим, с обратной стороны вот здесь будет
миллиметровое отверстие, то с лицевой у нас отверстие расширяется, ну, где-то, наверное, получается 1,5 миллиметра. Из-за этого получаются такие большие отверстия, и с обратной стороны тоже отверстия видно, потому что они как бы вырезаны. Значит, для шва я выбрал нитку Мэйси 0,45 мм. Вот. Как прошивать, показывал в предыдущем видео. Единственное, что у меня нету пробойников такого вот плана с шагом 4 мм, поэтому использовал, здесь будет 5-миллиметровые как бы расстояние между отверстиями, а здесь шаг 4 мм. Значит, верхний шов был сделан вот с этими пробойниками, и нижний с этими. Выходит, что нитка в обеих случаях ложится ровно, то есть не получается там елочки из-за того, что нету у нас, ну, как бы расширения отверстия, то есть сам диаметр отверстия, допустим, здесь 5 мм, здесь вообще там, наверное, миллиметр, если не меньше. И, в общем, нитке некуда уходить, чтобы стать под углом. Поэтому выходят такие ровные пунктирные линии с одной и с обратной стороны. Ну, вот здесь чуть диаметр отверстия чуть больше, и немножко идут вот косо эти стежки, но еле заметно. Верхний шов, он больше подходит для прошивки каких-то кошельков, то есть для таких мелких изделий, где нужен шов именно симпатичный, вот он больше похож на такой машинный. Допустим, здесь же отверстия они пошире, шаг побольше. Во-первых, сюда нитку нужно потолще, как по мне, и такой шов уже на более массивных каких-то изделиях, там, к примеру, сумки, портфели, вот что такое прошивать, будет выглядеть отлично. И еще какой плюс вот данного пробойника, это то, что их можно еще использовать как разметчики. Значит, зубы, как я уже сказал, здесь они хорошо зафиксированы, поэтому если мы, допустим, вот поставим на кожу, давайте на этом, вот, ставим на кожу, да, и делаем небольшие прокольчики. Вот. У нас получается ровная разметка шагом 3-4 мм, и здесь зубы не гуляют. Допустим, если брать вот этот вот пробойник, со временем зубы могут немножко расшататься, могут выкручиваться, и ими размечать, делать разметку на коже я бы не рекомендовал, потому что все равно будет незначительно, но разница там и на длинных расстояниях, к примеру, на ременных полосах, ну, может быть разница, там какая-то несостыковка. Вот. То с этими пробойниками такого не будет, потому что вот они четко мы поставили небольшие отметочки, и в дальнейшем при пробитии этот тонкий как бы кончик, вот, сужения, мы можем четко попасть в то же отверстие. Если с этим, допустим, мы сделали разметку, и у нас здесь вот, есть миллиметр диаметр, да, который может гулять, то есть мы можем чуть-чуть сюда сместить, и вот само пробитие, ну, это нужно приловчиться, но будет не таким точным, допустим, как вот в работе с данными пробойниками. Также еще вот тонкая кожа, на тонкой коже проблем вообще никаких не было, значит, можно прям руками проколоть. Эти пробойники, они полированные, еще забыл сказать, что вынимаются очень хорошо, как бы заходят и вынимаются легко из кожи. С тонкой кожей это вообще никаких затруднений не вызывает. То есть все. Шов мне, конечно, больше понравился на плотной коже. Вот, то есть он здесь, не знаю, более ровней. Здесь же на мягкой нужно учитывать именно затяжку стежка, потому что некоторые стежки могут получаться чуть
больше, некоторые чуть меньше. Потом их нужно оббивать молотком, как бы выравнивать. Что касается самой прошивки, именно работы, в общем, проще было прошить нижнюю строчку с отверстием вот данного пробойника, из-за того, что у нас тонкая как бы иголка, тонкая нитка, и они легко продевались уже в вырезанное отверстие миллиметровое. То есть с этим никаких проблем не было. Если брать, допустим, отверстие вот данного пробойника, здесь возникали определенные сложности из-за того, что, допустим, когда мы прокалываем кожу, вынимаем пробойник, кожа как бы частично сужается, то есть само отверстие частично сужается. Вот, и выходят очень тонкие узкие отверстия, через которые сложно продеть иголку с ниткой. Особенно это на толстых кожах пришлось как бы повозиться. Вот, на тонкой коже ситуации как бы попроще, то есть сама кожа она мягкая, и когда продеваем иголку с ниткой, то есть она сама там расширяется, и было как бы проще прошивать. Так что если, допустим, хотите купить вот такие вот пробойники для прошивки ременных полос, то я бы все-таки, наверное, рекомендовал взять себе вот такие пробойники с круглым зубом, чтобы они отверстия вырезали. Тогда вам будет как бы проще прошивать. Что касается прошивки кошельков, там, ремешков и различных и более мелких изделий, вот эти вот пробойники, они очень неплохие. Получается аккуратный такой красивый шов. Да, это не елочка, но все равно получается интересно. На изделие будет выглядеть красиво, эстетично. Так скажем, как бы на любителя. То есть есть разные предпочтения, то есть не все шьют именно елочкой, не все используют французские пробойники. То есть это хорошая, интересная как бы такая новинка. Сейчас отлично облегчит работу тем, кто прошивает изделия с помощью шила. Вот, когда вот делают разметку, потом каждое отверстие пробивают шилом отдельно, то с этими пробойниками данная задача намного облегчится, потому что это можно будет делать намного быстрее, а в принципе результат будет тот же. Ну и теперь немножко подытожу, скажу за и против именно об этих пробойниках. Значит, какие у них плюсы? Это то, что конструкция полностью цельная, зубья не вынимаются, зубья не выкручиваются, не расходятся. В общем, зубья полированные, то есть ими достаточно удобно работать. Вот. То есть для каких-то мелких изделий, кошельки, ремешки, не знаю, обложки на паспорт, то есть этот пробойник, он хорошо подойдет, дает аккуратную такую строчку, красивую, эстетичную такую. Вот. Что ими удобно делать, значит, если нам нужно пробивать с обеих сторон, то нам не нужно там никакие реверсные пробойники. Мы можем пробить с этой стороны, допустим, деталь с другой и потом их совместить, вот, для сшивания. То есть в этом плане данные пробойники очень удобны. Если, к примеру, шить более крупные изделия, мне показалось неудобно то, что они, как бы, во-первых, ими сложно пробить более там 3-4 миллиметров, будет достаточно сложно. Во-вторых, они делают очень узкие отверстия, и когда кожа сужается, сложно прошивать.
на больших изделиях это будет неудобно и будет тратиться очень много времени на то, чтобы потом все равно как-то расширить это отверстие там, иголкой, шилом, я не знаю, и потом только дорабатывать. Об этих я уже все говорил, то есть использую их чисто для работы с прессом, то есть не могу рекомендовать. У этих зубья лопаются, зубья вынимаются со временем. Вот, чтобы не быть голословным, можно посмотреть, вот, что с ними происходит. Зуб, допустим, лопнул, здесь зубья повынимались, то есть уже они для работы не пригодны. Данные пробойники классные, то есть хорошо пробивают кожу, вот, удобно ими работать, красивый шов на крупных изделиях, но у них со временем выкручиваются зубы, могут немножко как бы появляться шат, то есть незначительный, и уже как бы шов от этого меняется, то есть четко там 5 мм, шаг 5 мм мы уже не попадем, тоже есть такой незначительный недостаток у данных пробойников. Какими пользоваться вам, вы уже выбираете сами. Себе я, допустим, такую пару, вот комплект я приобретать не стану, потому что для мелких изделий у меня есть китайские, французские пробойники французского типа. Вот. Чаще всего работаю вот этими пробойниками, потому что у меня большинство изделий вот именно как бы заточены под данный шаг, под данное отверстие, то есть то именно, что мне, на чем я зарабатываю те изделия, они вот шьются с данными пробойниками. Поэтому себе приобретать не буду, но, допустим, если вы еще как бы рассматриваете разные варианты и не определились с пробойниками, есть смысл вот обратить внимание на вот такое вот решение. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.